Всем добрый день! Сегодня хочу вам предложить связать вместе со мной вот такие красивые следки. Вот таким вот узором. Цветочки вот такие получились. Связанные на 5 спицах. Подойдут на размер 37, 38, 39. Единственное, что будем увеличивать длину. По ходу вязания все об этом буду говорить. Вязать я буду спицами номер 2,5. Если размер большой, 40 или нога широкая, можно взять спицы номер 3. Вот смотрите, вязать также можно разными цветами. Каждый ряд можно разным цветом провязывать. Эти у меня связаны спицами номер 3, вот на 40 размер. И они у меня получились на 1,5 сантиметра больше. Так, пряжа у меня такие вот оттенки красного, наверное. 2 оттенка красного, 1 зеленый, 1 белый. 4 цвета, как я уже сказала, любыми цветами можно вязать. Это у меня турецкий акрил, картопу флора в 100 граммах, 230 метров. Странно, 240 всегда вроде бы была эта марка, почему сейчас 230 написано, удивилась. Я обычно 240, 250 привыкла, ну, в общем, видимо, от балды пишут тут все. Значит, в процессе вязания детали буду измерять в сантиметрах. Модель классная, удобная, сидит на ноге хорошо, пятка ничего это не слазит. Вот прямо рекомендую связать. Так, перехожу к вязанию. Вязание начинаю с мыска. Значит, сейчас на круговые спицы, на каждую спицу наберем 10 или 12 петель, в зависимости от размера, от ширины ноги. На маленький наберем по 10, 37, 38 размер, на 39-40 наберем 12. Но опять же, от пряжи тоже зависит. Так, что теперь? Нить перекрутила. Одну завела на нижнюю спицу, опять перекрутила, на верхнюю, на нижнюю, на верхнюю, на нижнюю, на верхнюю. Так, набираем петли. Набрали петли, теперь спицу одну вытащила, провяжем сначала петли на первой спице, потом на второй, а потом перейду на 5 спиц. Все вяжу лицевыми петлями. Спица номер 2,5. Все до конца провязываем лицевыми. Провязали. Теперь переводим спицы. Одну вперед, вторую подтянули и провяжем со второй спицы. Так, как здесь нить лежит, перевернутая. Провязали хвостик, потом я закреплю. Все, далее перехожу на 4 спицы, 5 будем вязать. Опять подтягиваю все спицы и на каждую спицу сразу буду переносить вместе с накидом. Накиды буду делать через ряд. Мы вяжем по кругу, поэтому один ряд провязываю в начале ряда и в конце ряда по одной добавке делаем. Следующий ряд вяжем по узору через ряд прибавки. Первую провязали, вторую провязали, далее одну прибавила и точно так же прибавлю в конце ряда. Вторая спица, пришли в конец ряда, осталось 2 петли, опять добавили одну,
провязали лицевыми. Я вот под низу поднимаю петлю, потому что вяжу бабушкиными, как говорят, петлями. Вторую спицу подтянули и точно так же переношу на 2 спицы. И далее уже пойдем вязать по кругу. Опять первую провязываем. Угу. Ой, что-то я тут нитку зацепила. Ну. Вторую провязала. Одну добавила. Далее вяжем. И добавлю также в конце ряда. Значит, так я буду расширять мысок. Через ряд делать добавки, пока у меня на спицах, на каждой спице будет по 14 петель. Всего будет 56. 14, 14, 28, 56. Пришла в конец ряда, сделала одну прибавку. Все, 2 провязала лицевыми. Далее, теперь аккуратненько здесь. Что у нас здесь получилось? Вот так вот получилось. Изнанка. Так, все, поехали. Вяжем мысок. Следующий ряд у нас без прибавок. Вяжем по узору, все лицевыми петлями. А в следующем ряду опять будем делать прибавки, расширять мысок. Значит, в конце, в последнем ряду, предпоследнем, я провязала белым, потом контрастным цветом и потом еще один ряд белым. Потом перейду к узору. Это вот когда у меня было 52 петли на спице, я вставила контрастные цвета. Это можно не делать по желанию. Значит, самое главное, сейчас мы расширим мысок. Пока не будет у нас 56 петель. Значит, вяжем, расширяем. Я к вам вернусь. Так, провязываем весь ряд без прибавок. Так, вот он наш накид. Провязали прибавку. Перешли на следующие спицы. Опять провязываем. Здесь сразу начало ряда можно пометить. Вот этот вот хвостик вывести на улицу, вот так сказать, чтобы он здесь был, чтобы потом не запутаться, где у нас начало ряда. Так, вяжем мысок, расширяем. Вяжем, продолжаем расширять мысок. Значит, сейчас у меня на спицах по 13 петель, 52 петли всего. Я следующий ряд провяжу все белым цветом. Один ряд. Этот ряд будет без прибавки. Провязываю все белым. Следующий ряд провяжу контрастным цветом с прибавкой. Будет 56 петель. И на этом я остановлюсь. Так, провязываю все 4 спицы белым цветом. Провязала белым. Следующий ряд провязываю контрастным. Здесь у меня будет последняя прибавка. Опять первую провязали, вторую провязали, одну прибавили. И точно так же в конце ряда и на задних спицах. После этого провяжу без прибавок один ряд белым и перейду к узору. Так, заканчиваем мыс. Закончили расширять мысок. 56 петель на спице. Перехожу к узору. Значит, 56 петель. Почему у меня количество петель должно делиться на 4? Узор у нас будет состоять 2 ряда зеленым, 2 ряда красным, 4 ряда. Потом идет повтор в шахматном порядке. Вот так вот. Так, первый ряд узора. Первую петлю начала ряда провяжу белым. Далее зеленый цвет. Из одной петли нам нужно вывязать 3. Подвязали зеленую нить. Одну провязала я.
сделала накид и опять одну провязала, 3 петли. Далее 3 петли белым провязываем лицевыми. И опять повтор. Из одной петли вывязываем 3 зеленых и 3 петли белым. Одну вывязала, вторую набросила и третью вывязала. 3 петли белым. Так, провяжем все спицы. 3 белым провязали. Из одной петли 3. Одну провязала, одну набросила, одну провязала. 3 петли белым. И опять из одной петли 3 вывязываем. 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая. Провяжем до конца ряда. Так, довязываю все спицы до конца. В конце последняя спица 4, 2 белым. И здесь у нас 1. Все совпало. 3 белым получается. Второй ряд узора. Переходим на лицевую сторону. Вот у нас начало идет, да? Теперь опять продолжается у нас белый и зеленый цвет. Теперь что я буду делать дальше? Смотрите, значит, первую петлю листика и последнюю я буду провязывать по 2 вместе. Значит, вот так вот завела спицу, белую и зеленую 2 вместе провязала. Среднюю петлю зеленого цвета провязываю зеленым. Провязала. Теперь одна осталась и провязываю ее с белой петлей. Белым цветом провязываем. Провязали все. Далее следующая петля, одна между листиками, белым цветом провязали лицевой. Опять у нас идут 3 зеленых петли. Разъединяем первую и вторую, белую и зеленую провязываем вместе с наклоном вправо. 2 вместе провязала, сняла. Средняя петля зеленого цвета провязываю зеленым. Далее белый цвет взяли. Следующая у нас осталась одна зеленая петля, провязываем вместе с белой, 2 вместе с наклоном влево получается. Провязали. И так все петли провяжем до конца ряда. Так, следующая у нас опять белая между ними. Зеленую белую петлю провязываем вместе с наклоном вправо, провязали, сняли. Следующая зеленая средняя петля, провязываю ее зеленым цветом, провязала, сняла. Осталась у нас одна зеленая, я ее перебрасываю и 2 вместе провязала белым цветом. Все вот так вот. Так, продолжаем вязать. Между листиками 1 петля лицевая белым цветом. В конце каждого ряда распутываем нитки, клубочки. Так, опять у нас 3 петли, 2 петли провязываем вместе. Первая белая, вторая зеленая, я их переворачиваю и с наклоном вправо провязала 2 вместе. Следующая средняя петля, провязываю зеленым цветом ее. Опять беру белый цвет, осталась третья зеленая петля у нас, провязываю 2 вместе, зеленую белую соединяю, 2 вместе провязали белым цветом. Зеленый цвет подтянули. 1 белым опять между ними и опять белая и зеленая, 2 вместе провязали с наклоном вправо, сняли. Среднюю петлю провязали зеленым. Осталась 1, провязываем 2 петли вместе с наклоном влево.
Так, вяжем до конца ряда все петли. Довязываем второй ряд. Так, все довязала. Теперь третий ряд узора. Переходим. Красный цвет беру, бордовый. Значит, смотрите, что я буду делать в третьем ряду. 3 петли, которые вот над листиком, я буду провязывать красным цветом. Между цветочками вот эту вот одну белую петлю я буду снимать, не провязывая. Так я провяжу 2 ряда одинаково. Значит, вяжем первые 3 петли, провязываю красным. Провязала красным. Белую переснимаю, не провязывая нить за работой. Повтор. 1, 2, 3. Красным цветом провязала. Одну пересняла. Так провязываем все 4 спицы. 3 красным, одну снимаем, не провязывая. 3 красным, одну снимаю, не провязывая. Одну сняла, 3 красным провязала. Одну пересняла, 3 красным провязала. Одну сняли, 3 красным провязали. И в конце ряда одну снимаем, переходим на задние спицы, все точно так же. 3 красным, одну сняли, 3 красным, одну сняли. Это первый, второй, третий ряд заканчиваем. Довязали третий ряд. Четвертый ряд вяжем точно так же, все провязываем по узору. Три красным опять провязываем, одну снимаем, не провязывая. Все, 4 ряда узора на этом заканчивается. Следующий ряд у нас будет повтор с первого ряда, только в шахматном порядке. 3 красным провязали, одну белую снимаем, не провязывая. Нить за работой. Так, заканчиваем четвертый ряд, провязываем по узору до конца ряда. Белую петлю сняли, не провязывая мы ее. 3 красным провязали. Одну сняли, нить за работой, 3 красным провязали. Так, довязали до конца, все закончили. Значит, теперь начинаем все сначала. Вяжем в шахматном порядке, как мы вязали в самом первом ряду. Из одной петли будем вывязывать 3 зеленым, из одной 3 зеленым вывязали и 3 белых. 3 белых, из одной 3, 3 белых, из одной 3. Только в шахматном порядке. Значит, начало ряда. Первые 3 петли над цветочком провязываю белым цветом. 3 белым провязали. Узор начинается заново с первого ряда. 3 белым провязала. Далее зеленый цвет. Из одной петли вывязываем 3. 1, 2, 3. Опять 3 белым. Из одной петли 3. Зеленый цвет. Раз, два, 3. Вывязали. Опять на белый цвет перешли. 3 петли провязываем белым. Провязали. Зеленый цвет взяли.
снятая вот петля, из нее мы вывязываем 3. 1, 2, 3. И так провязываем все 4 спицы. Так, далее у нас идет 3 красных петли. Мы над ними провязываем 3 белым. Провязали 3 белым. Повтор с первого ряда у нас узор. Из одной петли вывязываем 3. 1, 2, 3. И опять 3 белым. Продолжаем. Заканчиваем ряд до конца. Довязываем ряд до конца. Так, закончили. Перешли на лицевую сторону. Теперь далее продолжаем вязать точно так же, как мы вязали во втором ряду. Значит, здесь я закончила, смотрите, листиком. Теперь у нас будет петля соединяться, поэтому я сейчас первую сниму. Далее провязываю. Одну белым провязала. 2 вместе с наклоном вправо. Провязали 2 вместе. Среднюю зеленую опять мы провязываем зеленым цветом. И опять последнюю зеленую петлю провязываем 2 вместе белым. Соединили. В шахматном порядке вяжем. Между листиками у нас одна петля белого цвета. Провязали. Далее опять 2 петли провязываем вместе с наклоном вправо. Так, что-то тут нитка опять у меня. Провязали. Ой, а еще ж я зеленым цветом провязала. Ну, вот балда. 2 вместе белым цветом с наклоном вправо. Провязали среднюю петлю. Мы провязываем зеленым. И следующее провязываем 2 вместе белым цветом с наклоном влево, да, вот так вот. Между ними одна петля белого цвета. Провязали. И опять у нас повтор. 2 петли вместе провязали. Белым 2 вместе провязала. Средняя петля у нас зеленым цветом провязали. И опять 2 вместе с наклоном влево. Все, так вяжем до конца ряда. Так, довязываю я ряд до конца. Последняя петля у меня осталась зеленым цветом вот здесь, да. Теперь перенесла ее наперед и провязываю. Я вам конец ряда показываю сейчас. У меня одна петля осталась зеленым, перенесла ее наперед и вот провязала. Все, теперь у нас новый ряд, зеленый цвет подтянули. Теперь что мы делаем? У нас идет повтор. Опять красным цветом провязываем 3 петли. Провязываем красным, одну белую снимаем, не провязывая. Значит, здесь у нас должно быть 3 петли красным, одну снимаем. Одну белую сняли, не провязывая. Далее контрастный цвет у меня. Такой вот темно-розовый. Провязываю опять 3 петли. 1, 2, 3 петли провязала. Одну переснимаем. Снимаем нить за работой. И далее опять над листиком 3 петли провязываем красным, розовым, желтым, каким душе угодно цветом. 1, 2, 3 провязали. Одну сняли. Все, у нас идет далее повтор. И так каждый ряд. Вот 4 самых главных первых ряда я с вами провязала.
Далее меняем в шахматном порядке. Всё. Ой, ой, куда ты слетела? Одну сняли. 1, 2, 3 красным провязали, одну белую сняли. Вяжем так до конца ряда. Довязываем ряд до конца. Так, одну сняли. И что у нас здесь? 1, 2. И вот третью петлю провязали. Следующий ряд мы опять вяжем по узору. Повтор у нас идет. Одну сняли. И провязываем 1, 2, 3. Без изменений. 3 красным провязали, одну сняли. Каждый цвет над своим цветом провязываем. Так вот получается. Довязали ряд до конца. Теперь здесь вот одна петля у меня переходит, получается. Так, далее что мы делаем? Начинаем вязать все сначала опять с самого первого ряда. Что у нас было в начале? Из одной петли мы вывязывали 3 зеленого цвета и между ними 3 белых. Значит, 3 белых вот здесь у нас над цветочком будет, и здесь из одной петли у нас будет 3. Так, вывязываем опять 1, 2, 3, далее 3 белым. Все повторяем с первого ряда. 1, 2, 3 белым провязали. Снятая петля, из нее вывязываем 3. 1, одну петлю вывязала, одну набросила, одну вывязала. Повторяем. 3 белым, из одной петли вывязываем 3 зеленых. Довязываем так до конца ряда. Так, довязала ряд до конца. Теперь новый ряд. Мы теперь что делаем здесь? Опять листья соединяем по 2 петли. Но вот здесь у меня осталась еще одна петля. Так, смотрите, вот что получилось. Здесь 3 белых и здесь сразу 3 зеленых. Я сейчас сразу наброшу. Вот провязала последнюю белую. И эту зеленую просто набросим. Или же в следующем ряду снять ее сейчас и в следующем ряду уже ее провязать. Да, вот так вот. Это в одном ряду вот такой вот переход получается. Так, следующая петля у нас по узору идет зеленым цветом. Провязали. Так, теперь 2 вместе с наклоном влево. Далее 1 белым. Опять 2 петли вместе. И так вяжем до конца ряда. Среднюю зеленым провязали. Следующая зеленая вместе с белой провязали. Довязываем ряд до конца. Довязала ряд до конца. Далее опять переходим на лицевую сторону. Опять у меня красный цвет. И опять у меня идет повтор. Над листиками провязываю 3 петли красным, одну белую, снимаю, не провязываю. Так 2 ряда. И повторяем постоянно. Ну вот, уже сколько с вами провязала, думаю, смогла объяснить. Потом после разъема будем вязать такой же узор, только уже поворотными рядами. Так вот, опять над листиком провязали 3 петли красным, одну белую, сняли, не провязывая. Опять 3 красным провязали, одну белую снимаем. В шахматном порядке все вяжем. 3 красным провязали, одну сняли. Цветочек такой у нас сформировался. 1, 2, 3. И так до конца повторяем все с первого ряда. Значит, сейчас я так буду продолжать вязать, меняя цвета.
Можно все вообще одним цветом провязать, можно разными цветами провязать. До разъема, до мыса 1, 2, 3, 4, 5, 6 цветочков я провяжу. 6, и вот он седьмой. Там я к вам вернусь потом. Высоту-то у меня будет где-то 12 сантиметров. Точно замерю, когда отвяжу. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да, я закончу на седьмом вот как раз красным цветом второй ряд, и там я закончу. Ну, там мы встретимся. Значит, сейчас вяжем высоту мыска. Кто хочет повыше, можно и выше провязать. Кто хочет помельче мысок или меньше размер, тогда 6 цветочков вот этих вот высоту провязать. В общем, ориентируйтесь по размеру. Я сказала, сколько будет у меня. Так, провязываем мысок. Я к вам вернусь. Закончила вязать мысок. Значит, пришла вот в начало ряда. Последний ряд у меня был 2 ряда красным и 1 белая снятая петля. На этом я заканчиваю. Теперь нити здесь обрезаю. Хотя вот я белую провела, можно было все нити в процессе вязания в последних рядах провести к середине, но как получилось. Так, теперь далее что будем делать? Сейчас будем вязать поворотными рядами. Сделаем разъем. Мысок у меня высоту в сантиметрах, ну вот почти 12, смотрите. Ширину я уже мерила, но еще раз замеряю. 10 сантиметров, да? Так, нить обрезала. Теперь далее. Значит, у меня разъем, я оставлю 7 петель. Четное количество петель. С одной стороны 10 будет, с этой стороны 11 будет, посередине 7. Одна петля, ничего страшного, роли не сыграет. Значит, сейчас я 10 петель перенесу вот на спицу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 перенесла. Теперь вот, чтобы вам было более понятно, смотрите, 7 петель возьмем. Вот середина 7 петель я беру на булавочку. И начну вязать вот с левой стороны. Так, 7 петель взяла на булавку. Теперь далее подсоединяю зеленый цвет и продолжаю вязать по узору. После цветка у нас что должно идти? Вот эти вот листья зеленые. Только сейчас мы будем вязать это поворотными рядами. Значит, мы должны из одной петли вывязать 3 зеленых. Над красным у нас будет 3 петли белого цвета. Так, теперь первую сейчас вот кромочную сразу провяжем белым цветом. Вторую провязываем тоже белым цветом. Далее из одной петли, это снятая петля у нас, зеленым цветом вывязываем 3 петли. Так, вывязываем 1, 2, 3. Все, далее идем по узору. Лицевая сторона у нас. Теперь у нас будет лицевая и изнаночная сторона. Так, 3 петли зеленых вывязали, 3 белых провязали. Опять 3 зеленых. Одну провязали, одну накидом сделали. 3 зеленых, 3 белых. И так провязываем вот до самого разъема все петли. 1, 2, 3. Так, вяжем все спицы, провязываем. Пришли в конец ряда. И в конце ряда у нас также одна белая петля и последняя кромочная провязали белым. Как ряд начинался, так он у меня и закончился. Поэтому вот я закрыла 7 петель. Теперь второй ряд получается у нас по изнаночной стороне. Переходим на изнаночную сторону. Первую петлю снимаю. Теперь нам нужно опять крайние петли зеленые провязать по 2 вместе. Первую белую, вторую зеленую провязываю 2 вместе, подхватываю вот сзади, подхватила. Или же просто можно взять их вот так вот перевернуть.
провязала 2 вместе, среднюю зеленую петлю провязываем зеленым цветом, провязали, далее 2 петли, зеленую, белую, опять мы провязываем вместе. Все, у нас одна зеленая посередине. Далее между листиками 1 петля белого. Значит, по изнаночной стороне мы вяжем изнаночными петлями, по лицевой стороне мы вяжем лицевыми петлями. Далее опять у нас листик, провязываем белую и зеленую 2 вместе, разворачиваю, вот 2 петли развернула, под низу захватила, 2 вместе белым цветом провязала. Далее средняя петля у нас зеленая. Далее 2 петли вместе, зеленая, белая вместе. Все, так вяжем весь ряд. Подтягиваем, не затягиваем петли. Между листиками 1 петля изнаночная, белая. Далее опять у нас идет листик, 2 петли провязываем вместе. Провязали белым цветом вместе. Средняя петля у нас зеленого цвета провязали вместе. Ой, одну провязали зеленым. Осталась 1 зеленая петелька. Провязываем 2 вместе. Белым цветом провязали. Продолжаем вязать ряд. 1 белым изнаночной провязали. Опять у нас листик, первые 2 петли, зеленая, белая, соединили, провязали вместе. Средняя зеленым цветом провязали. И следующие 2 вместе провязали. 1 белая и опять повтор. Так, вяжем до конца ряда. Это второй у нас зеленый ряд получается. Так, довязала я изнаночную сторону. Перешли на лицевую сторону. Теперь что у нас? Цветочек должен идти. Подвязываем нить. Подвязала. Первую кромочную снимаю. Теперь у нас по узору над листиком 3 петли красным. Провязали 1, 2, 3. Провязали. Далее 1 петлю мы снимаем, не провязывая. Опять 3 красным провязала, 1 сняла. И по изнаночной стороне будем вязать точно так же по узору. 1 сняла белую, 3 красным над листиком провязала. Лицевые петли, лицевая сторона. Так вяжем весь ряд. Довязываем ряд до конца. В конце ряда опять у меня 3 красным. Осталась кромочная. Я ее провязываю изнаночной. Провязали. Переходим на изнаночную сторону. Первую сняла. Далее что у нас идет? 3 петли красными изнаночными провязали. Снятую петлю снимаем, не провязывая. Опять 3 изнаночных провязали. Снятую петлю снимаю. И так вяжем до конца ряда. Все. Далее с лицевой стороны у нас начинается повтор. Опять мы вяжем листики, только в шахматном порядке. Довязала изнаночный ряд до конца, кромочную провязала изнаночной. Переходим на лицевую сторону. Так, что у нас здесь по лицевой стороне? Теперь из снятой петли мы вывязываем 3 листика и 3 белых. Так, первую снимаем, провязываю 3 белых петли. Все, со следующей петли в шахматном порядке мы вывязываем листик. Повторяем 1, 2, 3 и опять 3 белых. По изнанке, как вязать, я вам показала в самом начале. Провязала и цветочек, и листик вместе с вами. Так что так будем сейчас вязать до самой пятки.
повторять узор. Раз, два, три. Растягиваем немножечко, подтягиваем, чтобы не затянулось. 3 белых, 3 петли зеленых. Из одной петли вывязываем 3. 1, 2, 3. Значит, я провяжу, то есть всего 14, начиная от мыска. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 цветочков провяжу, закончу листиками, потом вот к вам вернусь, провяжу еще несколько рядов укрепленных таких перед пяткой, а потом перейду к пятке, замерю все в сантиметрах. Значит, сейчас провяжем длину до пятки, встретимся. Так, провязала я 14 раз вот эти вот цветочки. Теперь закончила последний ряд у меня листики. Далее пришла в начало ряда. Провяжу сейчас 6 рядов. Лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. Еще один лицевой, один изнаночный. 2 ряда будет белым. 2 ряда будет розовым. Где он здесь, этот тапок? И 2 темно-красным, да? В общем, 6 рядов со снятыми петлями. А потом уже перейду к пятке. Значит, сейчас 2 ряда провяжу белым, потом цветным. Первую петлю кромочную сняла, далее одну петлю снимаю, одну провязала лицевой, одну петлю снимаю, не провязывая нить за работой, одну провязала лицевой, одну сняли, одну провязали. Так вяжем до конца ряда. Одну сняли, одну провязали, одну сняли, одну провязали. Одну сняли, одну провязали. И в конце ряда опять у меня одна снятая петля и кромочную изнаночная. У меня полотно всего 49 петель. Вот не помню, говорила или нет. 7 петель я оставила на разъем. Всего было 56. Сейчас у меня 49 на спицах. Так, перешли на изнаночную сторону. Второй ряд все провязываем изнаночными. И по лицевой стороне точно так же будем повторять, вязать. Снятую снимаем, провязанную провязываем лицевой. Изнаночная сторона, изнаночную, кромочную снимаем. Все петли вяжу изнаночными. Довязываем до конца ряда изнаночными. Так, перешла в конец ряда. Поменяю сразу цвет. Далее 4 ряда я опять буду провязывать со снятыми петлями. И вот белый цвет я сейчас сразу проведу в конец ряда, потому что он мне больше не нужен. А здесь, на этой стороне, он мне пригодится для обвязки, для верха, чтобы не обрезать, лишних хвостов не делать. Поэтому так, продолжаю вязать. Первую снимаю, следующую сняла. Теперь нити подняла. Опять одну провязали, одну сняли. Белый цвет через каждые 3 петли перебрасываю. Так, это у меня было снятое. Одну провязали, одну сняли, одну провязали. Перебросила. Опять одну сняли, одну провязали, одну сняли. Так вяжу до конца ряда. Провяжу 4 ряда, перейдем к пятке. Провязала следок. Сейчас перехожу к пятке. Значит, на размер 37 провязать на сантиметр меньше. На 38 и 39 эта длина подойдет. Вот, смотрите, 23. Еще растянуть, они хорошо тянутся. Ну, а на 40 можно добавить еще пару рядов. Теперь заднюю пятку я буду вязать на средних 13 петлях. По бокам у меня по 18. Теперь начало ряда я пришла.
Что я сейчас сделаю? Можно, конечно, эту сторону провязать до пятой. Я ее провязывать не буду, я просто петли пересниму и нить переброшу между петлями. Так, подождите. Вот так вот. Вперед, назад. Через каждые 2 петли нить перебрасываю. Ну или же провязать эту сторону. Так, вяжем пятку. Точно так же продолжаю вязать со снятыми петлями. Укрепленная и плотнее получается. Вязание такое вот немножко плотное получилось. И пятка один к одному подходят они. Значит, теперь 13 петель. Что я здесь сделаю? Первое, это у нас будет кромочная. Мы ее провяжем. Следующее, что у нас идет по узору. Снятая петля снимаю. Одну провязала, одну снимаю. Так и продолжаю дальше вязать. Провязываю до конца ряда. 13 петлю будем последнюю соединять. Так. Сейчас 13 петля, провязала ее. И первое соединение я сделаю по изнаночной стороне, чтобы потом в конце ряда у нас петля лишняя не оставалась. Перешла на изнаночную сторону. Опять первую сняла, провязываю все изнаночными. И последнюю петлю соединяю с петлей с боковой спицы. 2 вместе провязываю изнаночной петлей по изнаночной стороне. Довязала, вот последняя петелька у меня. Петля с боковой спицы. 2 вместе соединили, провязали изнаночной. Так, перешли на лицевую сторону. Опять первую снимаем. Провязываем все со снятыми петлями. Одну сняла, одна лицевая, одну сняла не провязывая, одна лицевая, одну сняли, одну провязали лицевой, сняли, провязали, сняли, провязали, сняли. И последняя 13 петля соединяю с петлей с боковой спицы. 2 вместе провязали лицевой по лицевой стороне. Все, развернулись, опять изнанка. Первую сняли, следующее провязываем изнаночными и последнюю петлю соединяем с петлей с боковой спицы. 2 вместе и изнаночной петлей провязываем. Так будем вязать, пока у нас не закончатся все петли на спице. Так, вяжем пятку, соединяем все петли. Последняя петля, довязала до конца. Петля с боковой спицы, 2 вместе соединили, провязали, подтянули, развернулись, вяжем пяточку, соединяем петли. Закончили вязать пятку, закрываем петли. Вот такая пятка у нас получается. По 2 петли вместе провязываю, закрываю. Так, 2 и последняя. Сразу протяну белый цвет. Так, все, закончили. Теперь вот эти вот петли, которые у нас были на булавке, перенесла на спицу, на 4 спицы по всему верху. Наберу петли, спицы номер 2,5, белым цветом. Набираю петли. У меня всего вышло 58 петель. Так, первая на спице. По 2 дужки вела крючок, захватила ниточку, подтянули, набрала. По боковой стороне набрала петли. Теперь средние вот эти 7 петель
я провязываю. Лицевыми петлями провяжу плотненько, не растягивая. И точно так же наберу на второй стороне. Ну и по пятке, соответственно. И следующий ряд после набора я провяжу все изнаночными петлями. Набираем на второй стороне. Набрала петли. Теперь первый ряд провязываю все изнаночными. Тут петля перекрученная. Провязываем все изнаночными. Провязали изнаночными. Следующие 4 ряда я провяжу белым цветом лицевыми петлями. Все. 4 ряда провязываю белым лицевыми. Вяжем по кругу. Провязала 4 ряда белым. Теперь 5-й ряд я провязываю красным цветом. Все лицевыми полностью провязала по кругу. И далее, дальше следующий ряд я буду вязать зубчиками. Так, провязала лицевыми. Так, следующий ряд, это получается 6-й ряд у меня. 2 петли провязываю вместе. Один накид. 2 вместе, 1 накид. 2 вместе лицевой провязала, одну набросила. И так все 4 спицы провязываю. 2 вместе провязала, одну набросила. Так, провязала до конца. Следующий ряд, это получается 8-й ряд. Опять красным цветом. Все петли я провязываю лицевыми. Накид. Накид провязали. Зубчик лицевой провязали. Опять накид провязала. Зубчик провязала. Так, вяжем до конца ряда. Довязали ряд до конца. Далее я буду вязать все белым цветом, лицевыми петлями. Оставшиеся все ряды, всего у меня будет на 11 ряду я закончу. Сейчас продолжаю вязать по кругу. Все белым цветом, лицевыми. Нитку тут вот заплести. Закончила я делать обвязку. В сантиметрах у меня высота сколько? 3 сантиметра. Значит, у меня вот этих вот, начиная с лицевого ряда, 11 рядов. Теперь выворачиваем это на изнаночную сторону. И теперь главное, чтобы вот здесь вот так вот не перекосило. Я иногда вижу готовые работы, и вот эта вот обвязка вот так вот идет. Это где-то вы петли закосили. Каждая петля в петлю вот здесь нужно набирать. Если вы петли не переставляли местами, то у вас должно быть все ровно. Разровняли все эти 4 стороны. Теперь первую петлю сняла. Вот под косичкой проходят поперечные петельки у нас. Здесь такое все рябое, но изнаночные такие вот петельки. Вот сразу самая первая петля в петлю идет. Подхватываем. Подтянули. Далее подвязываем все вот эти вот петли, соединяем с вот этой вот изнаночной петлей самого первого наборного ряда. Сильно не затягивайте здесь, чтобы потом эта обвязка вот так вот колом не стояла.
Подхватили, раз ниточку протянула и второй раз протянула. Опять. Время от времени проверяйте, чтобы вот здесь было все ровно. Чтобы она была ровная с обоих сторон. Так, подхватила петельку. Опять одну со спицы сняла, одну подхватываю и подвязываю. Я вот таким методом это делаю. По одной примонтирую весь верх к слитку. Продолжаем, вяжем, соединяем петли, петлю со спицы, подняли изнаночную петельку, раз протянула и второй раз протянула. А я на этом буду с вами сегодня прощаться. У меня сегодня все. Закончили. Раз, два, так вот. Вот такая вот должна вот у нас обвязка получиться. О, солнце как светит. Всем спасибо за просмотр. Всем легких петелек. Пока-пока. До новых встреч.